Друзья, привет! Богатый на события в мире классических автомобилей март принесет нам большое количество ярких и потрясающих предметов торгов. Ближе к концу выпуска мы подробно поговорим про одно из таких уникальных творений. А для начала предлагаю снова отправиться в прошлое и обсудить один из величайших британских автомобилей – Jaguar XK. После войны компания Jaguar, ранее известная как SS Cars, вернулась на рынок с устаревшей серией Mark IV, запущенной в производство еще в середине 30-х. Однако инженеры уже работали над ее заменой – Mark V, люксовым седаном, на который делал основную ставку директор фирмы Уильям Лайонс. Взяв за основу укороченное шасси Mark V, было решено построить спортивный автомобиль, который планировалось запустить в продажу вместе с седаном. Кстати, из отличительных особенностей шасси можно выделить независимую переднюю подвеску с торсионной балкой, разработанную главным инженером Jaguar Уильямом Хейнсом. Под капотом решили установить экспериментальный двигатель, созданный во время войны и предназначавшийся для будущего седана Mark VII. Это была рядная шестерка объемом 3,4 литра с двумя карбюраторами SU, воплотившая в себе лучшие достижения современных технологий. Она могла похвастаться двойными верхними распредвалами в головке блока цилиндров из алюминиевого сплава и максимальной мощностью 160 сил. В качестве трансмиссии была выбрана четырехступенчатая коробка MOS без синхронизатора на первой передаче. Она, кстати, почти без серьезных изменений в конструкции продолжала устанавливаться на все последующие версии модели XK. Задуманный и построенный всего за несколько месяцев, XK120 дебютировал на лондонском автосалоне в 1948 году. Один из самых красивых кузовов, когда-либо украшавших автомобиль, был создан самим боссом Jaguar Уильямом Лайонсом. Потрясающий родстер произвел фурор, оказавшись к тому же на тот момент самым быстрым серийным автомобилем в мире. Как потом делился Уильям Хейнс, в самом названии мы заявили 120 миль в час, скорость неслыханная для серийного автомобиля в те дни. На деле оказалось, что внезапно возникший спрос на 120-й застал Jaguar врасплох. Приемлемая для спортивного автомобиля цена, менее 1000 фунтов, привела к тому, что заказы поступали стремительно, особенно из-за океана, и компании не оставалось ничего другого, как всерьез задуматься о новых способах ускорения постройки одного экземпляра. Помимо того, что алюминиевый кузов существенно снижал вес, улучшая характеристики, он еще и задумывался таковым потому, что в первый год Jaguar рассчитывал продать не более 200 единиц XK120. Кузова делались вручную из алюминиевых панелей, закрепленных на деревянном каркасе. Такая технология занимала слишком много времени. В срочном порядке совместно с компанией Pressed Steel Fisher был разработан полностью стальной кузов, который, к счастью, сохранил потрясающий внешний вид оригинала. Однако конструкцию пришлось существенно переработать, и для этого потребовалось около 20 месяцев, прежде чем можно было приступать к производству. К тому моменту из крылатого металла было построено 242 единицы, которые сегодня ценятся гораздо выше других модификаций. В отличие от более поздних моделей, 120-я отличалась тонкой изящной решеткой радиатора с вертикальными прутьями и небольшими, разделенными на две части, бамперами. Линия переднего крыла изящно не спадала, повторяя изгиб двери, и плавно переходила в верхнюю кромку заднего крыла, зачастую оснащенного съемной панелью, закрывающей заднее колесо. У родстеров отсутствовали внешние дверные ручки, а панель приборов была обшита кожей. Jaguar не терял времени, чтобы продемонстрировать, что заявленная максимальная скорость XK120 не была пустым бахвальством.
В мае 49-го в Бельгии на автотрассе Ябеке-Альтер на версии с установленным тентом и боковыми стеклами журнал Motor зафиксировал максимальную скорость 124,6 мили в час, а на открытой версии 132,6 мили в час. XK120 стал очередной важной вехой в развитии не только британского, но и всего европейского автомобилестроения, установив новые стандарты комфорта и динамики. В 1951-м появилась версия Fixed Head Coupe с жестким верхом с необычными округлыми боковыми окнами, чем-то похожее на купе Bugatti Type 57 от Alante. В 1953-м в линейку был добавлен кабриолет Drop Head Coupe. Кстати, панель приборов этих двух вариантов была отделана деревянным шпоном. А для покупателей, которым стандартных характеристик автомобиля было мало, с 1951-го предлагался пакет специального оборудования Special Equipment, сокращенно SE, с такими усовершенствованиями, как двойной выхлоп, более жесткая подвеска и силовой агрегат с увеличенной до 180 сил мощностью. В США такая версия называлась XK120M. Стоит сказать, что с любым из этих двигателей, и независимо от типа кузова, 120 был тем самым желанным автомобилем, способным развивать заявленную скорость в 120 миль в час. Он выпускался до 1954 года и оказался самым популярным автомобилем серии XK. Всего было построено чуть более 12 тысяч экземпляров. Из них около 80% были проданы на североамериканском рынке. А еще автомобиль пользовался популярностью среди знаменитостей. Считается, что первым владельцем 120-го стал голливудский актер Кларк Гейбл. Позже его примеру последовали Грейс Келли, Хамфри Богарт и Мэрилин Монро. В 1954-м произошла модернизация, и модель получила индекс XK140. Все тот же двигатель теперь развивал 190 лошадиных сил. А на модификацию SE, в США она называлась XK140MC, устанавливался гоночный аналог от Jaguar C-Type мощностью 210 сил. При той же колесной базе увеличилось внутреннее пространство салона, появились телескопические амортизаторы и речное рулевое управление. Теперь можно было заказать четырехступенчатую механическую коробку передач в варианте с овердрайвом, а с 56-го автоматическую трансмиссию Borg-Warner с переключателем на рулевой колонке. Внешние отличия состояли в цельных переднем и заднем бамперах с вертикальными клыками, наличием поворотников, решетки радиатора с меньшим количеством вертикальных прутьев, а по центру капота и крышки багажника теперь проходят хромированные полосы. Модель все так же предлагалась в тех же трех типах кузова: Open Two-Seater, Roadster, Drop Head Coupe, кабриолет и Fixed Head Coupe, купе с жестким верхом. Всего за период с 1954 по 1957 годы было произведено чуть менее 8900 экземпляров. В 1957 на смену 140-й серии пришел Jaguar XK150. Не желая терять один из самых важнейших рынков, компания Jaguar максимально приспособила автомобиль под американские стандарты комфорта. Зачастую можно встретить мнение, что 150-й стал тяжелее и менее динамичным, чем предшественники. На самом деле это не так. Время разгона с 0 до 60 миль в час у модели 120 составляло примерно 10 секунд. И около 7,5 секунд в версии 150S. А максимальная скорость 150-й модели увеличилась до 132 миль в час в том же исполнении S. Почему последние модели назывались 140 и 150, остается загадкой маркетинга. Они определенно не могли ехать так быстро. Что касается изменений, то отличительными чертами 150-й серии стали цельное лобовое стекло, более широкая решетка радиатора, удлиненный капот и сглаженные изгибы крыльев. Все те же три типа кузова также остались в линейке. А деревянная отделка панели приборов была заменена на кожаную.
Поначалу двигатель оставался прежним, со 190 силами в стандартном исполнении, 210 сил в версии SE. А в топовом варианте S он выдавал все 250. Но уже в 60-м объем силового агрегата был увеличен до 3,8 литров, и стандартная версия выдавала показатель в 220 лошадиных сил. В варианте S мощность достигала внушительных 265 сил, а ее максимальная скорость составила 136 миль в час. В стандартную комплектацию стали входить дисковые тормоза Dunlop на всех колесах. С 1957 по 1961 годы было выпущено чуть менее 9400 экземпляров. Итак, Jaguar делал такие машины, которые хотелось иметь всем. Эффектные внешне, роскошно отделанные внутри и замечательные на ходу. А продавались они по ценам значительно дешевле конкурентов. Модель XK, помимо всего прочего, положила начало серии спортивных моделей Jaguar, таких как C-Type и D-Type, что в итоге ей принесло 5 побед в гонке в Лимане. В 51, 53, 55, 56 и 57 годах. Она же заложила основу легендарному и знаковому автомобилю 20 века Jaguar E-Type. Но, как говорится, это уже совсем другая история. По традиции предлагаю посмотреть, что же уникального было создано на основе серии XK. Пожалуй, одним из самых известных подобных проектов был вариант Supersonic Coupe. В 1952-м его разработал дизайнер ателье Ghia Giovanni Savanuzzi. Всего было построено 15 таких кузовов, и 3 из них на шасси Jaguar XK120. Все они были выполнены из алюминия. В 1954-м эти машины демонстрировались публике на автосалонах в Лондоне и Париже, а также на конкурсах элегантности в Монтре и Каннах. Один из них, кстати, был продан в 2015 году в Монтерее на аукционе Sotheby's за $2 062 500. Другим эксклюзивным купе с хвостовыми плавниками, утопленными фарами и решеткой в форме водопада разработала студия Раймонда Лоуи из города Саут-Бенд, штат Индиана, на шасси XK140. Построенный глиняный макет отправили в итальянское ателье Буано. Кузов планировали установить на шасси Ferrari, но когда о проекте узнала фирма Pininfarina, то высказала свое недовольство Энцо Феррари. Чтобы не портить отношения со своим основным поставщиком кузовов, Энцо отказался работать с Лоуи, и тогда за основу было взято шасси Jaguar XK140. В 1955-м окончательный вариант был представлен на парижском автосалоне. После окончания всех мероприятий он отправился за океан и спустя пару лет был продан за $25 000 знаменитому американскому боксеру Арчи Муру. Еще одной необычной конверсией стал универсал, построенный на базе XK150. В середине 60-х инженер Дуглас Халл из Сильверстоуна заказал у компании WSM, известной своими гоночными машинами на базе Остин-Хилле, разработку специального буксировщика для своих спортивных болидов VSCC. Владелец WSM, Уилсон Спред, поручил кузовной мастерской Peel Coachworks изменить линию крыши. За счет этого удалось выгадать в корме достаточно места для инструментов и запчастей. А под капотом установили доработанный двигатель от Jaguar E-Type, который обеспечил машине отличные тяговые характеристики. Конечно же, это не все эксклюзивные разработки, построенные на шасси XK. Вот, например, Roadster XK120 1952 года, переделанный в швейцарском ателье Beutler. Или купе, построенное Zagato в 1954 году на шасси XK140. А вот версия от Ghia, за основу которой взята та же самая 140-я серия 1956 года. Продолжая тему итальянских кузовостроителей, не забудем про купе Jaguar XK150 1957 года от Bertone. Но сегодня хотелось бы подробнее остановиться на вот этом уникальном варианте, созданном еще одним известным итальянским ателье Pininfarina на базе XK120. Шасси с номером S675-360 покинуло завод в 1954 году в виде родстера в исполнении SE и был отправлен в мае того же года в Нью-Йорк Максу Хоффману, занимавшемуся в том числе продажей Jaguar на восточном побережье США.
Автомобиль был окрашен в синий цвет с синей отделкой салона и мягким верхом цвета French Grey. В первый год существования автомобиля произошли самые главные изменения. Однако в истории данного экземпляра именно этот период является белым пятном, и доподлинно неизвестно, кто был его первым владельцем и кто заказал его переделку. В 1955 году переделанный XK120 появился в журнале «Автокар» и описан как XK120 от Пининфарина для американского энтузиаста. В мае 1955 года его представили на Туринском автосалоне, однако следует сказать, что в отношении даты выставок у историков существуют разногласия. Некоторые источники утверждают, что 120 был представлен на Женевском автосалоне в 1955 году. Кстати, обратите внимание, как оформление передней части оказалось очень похожим на Lancia Aurelia B24S от того же ателье Пининфарина. Но все источники в итоге сходятся в едином мнении, что тем самым первым владельцем, заказавшим переделку стандартного родстера, стал сам Макс Хоффман, хотя нигде это официально не подтверждено. Считается, что Хоффман был весьма харизматичной личностью, и благодаря в том числе и его инициативе на свет появились такие знаковые модели 20 века, как BMW 507, Mercedes-Benz 300 SL и Porsche Speedster. По этим причинам всерьез допускается возможность того, что Хоффман, имея связи в европейских автомобильных кругах, легко добился выполнения своего заказа в столь короткие сроки. К сожалению, каких-либо документов, подтверждающих переговоры американца с итальянским кузовным ателье, нет. Также нет ясности, кто был следующим его владельцем. Ситуация проясняется с 1958 года, когда 120-й появляется на фотографиях в канадском городке Фредериктон, штат Нью-Браунсвик. Фотографии черно-белые, однако, со слов фотографа, купе было окрашено в красный цвет с кремовой крышей. Владельцем оказался американец из Ньютона, штат Массачусетс, и в тот момент он находился в Канаде, готовясь к рыбалке. Кстати, дополнительная табличка над передним номерным знаком указывала на то, что он был сотрудником вспомогательной полиции города Ньютон. Следующим периодом, когда об автомобиле стало что-то известно, стал 1972 год. Тогда 120-й с кузовом от Пининфарина был приобретен неким Роном Фостером из Уилмингтона, Северная Каролина. Он обнаружил автомобиль в поле в штате Коннектикут. Купе было в очень плачевном состоянии. Его жесткая крыша была снята, но, к счастью, сохранилась. После покупки кузов был перекрашен, салон получил новую отделку. И несмотря на отсутствующее заднее стекло, новый собственник выезжал на нем на дороге, пока не продал его в 1978 году в Германию коллекционеру Людвигу Дракселю Фишеру. Немец перевез купе в Европу с намерением восстановить его для своей коллекции. Однако на протяжении нескольких десятилетий он так и не приступил к этому проекту. В итоге он сделал попытку продать его компании Jaguar Heritage. Она отказалась, но, услышав о продаже столь ценного для истории экземпляра, его нынешний владелец Питер Неймарк, управляющий реставрационной мастерской Classic Motor Cars, на следующий день отправился в Германию и купил его. Покупка была совершена в 2015 году, и мастерская Питера немедленно приступила к восстановлению Ягуара. Реставрация заняла почти 6300 часов. Была подобрана краска, соответствующая той, в которой автомобиль покинул ателье Пининфарина. То же самое произошло и с салоном. Другими словами, купе было восстановлено до конкурсного состояния. Получившийся результат оказался оценен по достоинству. В 2017-м XK120 занял второе место в своем классе на конкурсе в Pebble Beach. В том же году на Женевском автосалоне он тоже получил престижную международную награду «Историческая реставрация года». А что с рынком модели Jaguar XK? За последние несколько лет средняя стоимость всех трех вариантов варьируется от 90 до 110 тысяч долларов. Самыми ценными считаются автомобили, построенные вручную из алюминия в первые годы производства. Вот пара примеров, проданных аукционным домом Sotheby's. В августе 2017 в калифорнийском Монтерее XK120 1950 года был продан за 330 тысяч долларов. А спустя 2 года там же Родстер 49 года нашел нового владельца за 357 тысяч долларов. А вот последние новости из Парижа. Редкая модификация Родстера XK150
1959 года, чуть меньше месяца назад ушла с молотка Bonhams за 293 250 евро, а это примерно чуть больше 330 тысяч долларов. Герой нашего рассказа в силу своей эксклюзивности явно будет играть совсем на другом уровне. Его предполагаемая стоимость продажи составляет от 900 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч долларов. Торги запланированы 3 марта 2022 года во Флориде на Амелия-Айленд на аукционе Bonhams. Вот и все на сегодня. Всем спасибо, что все это время были с нами. Никогда не болейте. Ну а пока.